Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет небольшой влог. Сегодня просто чуть-чуть поболтаем. Соскучились, наверное. Соскучились по болталке. Будет такой небольшой влог. Я попью чай заодно. И заодно поболтаем. Ой, о чем поболтаем? Поболтаем о чайнике. О чайнике и вообще обо всем. Итак, друзья. Я устал. Я сегодня устал. Купил к окрошке все овощи. Хочу вот 100 лет уже не покупал колбасу. Купил на окрошку колбасу. Хочу сегодня окрошку сделать. И купил печеночную колбаску. У меня в городе есть такая фирма Рубикон. Мне нравится ихняя колбаска. Она не сухая, как многие печеночные колбаски. Беру пока только ее. Но это не реклама. Она мне реально нравится. Ну что, я получил этот долгожданный чайник. И мне писали разные комментарии по поводу этого чайника. Вот. Давайте немножечко поговорим. Чайник без родины, без флага, так назовем. То есть, я так думаю, что у него нету какой-то фирмы. Хотя вот тут написано какой-то Electric Kettle. Я пробивал, ничего не нашел. Вот. Что еще могу сказать? Изготовитель, Китай, это как бы понятно. Срок изготовления 20 декабря. Страна-производитель Китай. Здесь очень интересно, почему у нас эти чайники были такая была страшная задержка с ними. Кто не в курсе, якобы эти чайники были на растаможке долго. В общем, бла-бла-бла-бла. Это вообще тема неинтересная. Сам факт, что чайники все-таки пришли, чайники мы получили. И, в принципе, знаете, когда эта программа была объявлена, а я напомню, что чтобы получить этот чайник от компании Avon, он не брендированный, он просто чайник от компании Avon по низкой цене, но заявлен он был как подарок. Подарок за 2600 тенге. На секунду я хочу объяснить вам, мои хорошие, что подарком является, наверное, все-таки то средство, которое идет как подарок, а не за деньги. Ну или, как это часто бывает, за 10 тенге, да, за 100 тенге, за 300 тенге, но не за 2600. Потому что я знаю разные магазины, где можно купить чайники, плюс-минус от этой цены. То есть за 2600 можно найти на каких-то дешевых магазинах. Это не значит, что они плохие. Просто сейчас очень модно делать такие, как типа светофор, друзья. У меня есть на канале обзор, где в светофоре я увидел чайник, не помню по какой цене. Обязательно я сделаю вырезку из этого видео и покажу. Скажите мне, эйвончики, смотрите, чайник, который по 2000 нам продают. 245. Естественно, нам на подарок не такой высылают, но тем не менее. В общем, чайник за 2600 это не подарок, друзья. Это, скорее всего, чайник по акции. Дальше писали в комментарии, что очень сильно он воняет. Действительно, запах есть, но в принципе, по-моему, все новые чайники, наверное, имеют такой свойственный такой запах. Не знаю я, честно. Крышка, кстати, крышка тоже у меня одна коллега писала, что крышка хлюпкая. Она действительно, крышка какая-то хлюпкая, болтается. И посмотрите, что чайник не захлапывается просто так. Или захлапывается. Что происходит, я не знаю. Я, в общем, ради интереса этот чайник заказал, потому что у меня была возможность. Но когда эту программу объявляли, я говорил, ребята, по моему опыту я рекомендую заказывать косметику.
Вот косметика была действительно по очень низкой цене. Я бы назвал это был подарком. Потому что там реально можно было заказать косметику для себя любимой. Если она вам не нужна, можно было бы ее передарить. Можно было бы ее продать и купить себе тот же чайник, но только на выбор. Дизайном чайник мне в принципе нравится. Ну, чайник да чайник. Вот. Поэтому я не испытал какого-то особого восторга от этого чайника. Чайник да чайник. Но все-таки, если это подарок, я бы все-таки хотел, чтобы этот подарок приходил как подарок, а не за 2600 тенге. Поэтому, что я вам могу сказать? Я им еще не пользовался, хотя надо было бы включить его в розетку. Наверное, давайте его все-таки включим. Хотя бы, чтобы он закипел, потому что если... А вдруг он не работает? Вот. Ну, я его оставлю себе, потому что все равно свойства бывают у чайников. Они могут и сломаться, сгореть. Так, я чайник включил. Ждем. О, он буквально сразу начал шуметь. Уже хорошо работает. Наяриваю колбаску. Вкусненько. Пока чайник закипает, давайте я вам еще кое-что покажу. То, что я реально получил в подарок. Смотрите. У меня... Что упала? Сейчас разобьется. К чертовой бабушке. Бабушка рядом. У меня на канале уже был обзор. Я вот что-то как-то, знаете, локацию не подготовил для этого, для съемки. Кинулся, все, сел, думаю, надо быстрее рассказать. У меня уже был обзор на моем канале. Я позапрошлом году получал в подарок набор посуды от Faberlic. У меня была коллаборация с одним представителем. Я делал рекламу. В общем, мне дали вот такой вот подарок. Что-то столько вещей. В общем, я получил в подарок вот такой вот ковш от Faberlic. Универсальная крышка. Ну, то есть она подходит на 3, наверное, вот закипает чайник наконец-то. Вот такая вот небольшая сковорода. Ну и вот такая вот крышечка для как раз вот этого ковшика. Вот, друзья. Faberlic. Слушайте, ну я очень доволен этой посудой, потому что я ее получил не за 2000, не за 3000, а, по-моему, за 10 тенге. За 10 тенге вот это подарок. Вот такая вот кастрюлька. Я пользуюсь очень с удовольствием всем этим комплектом. Вот смотрите, на сковородку подходит крышка и подходит на кастрюльку. Вот. Это еще не все. Я сейчас покажу еще один подарок, который я тоже получил от Faberlic. Это было уже в прошлом году. И тоже я получил его за, по-моему, всего лишь за 10 тенге. Я не буду сильно прямо его доставать. Это вот такой вот парогенератор. Я специально для него заказал доску гладильную, потому что для него нужна специальная гладильная доска. Пользуюсь пока редко, метко, друзья. Представляете, вот такой вот парогенератор от компании Faberlic, как видите, тоже брендированный, всего лишь за 10 тенге. Вот это подарок, считаю. Там условия тоже были, знаете, не такие сложные. Чтобы его получить, нужно было несколько каталогов, делать заказы на 100 баллов. Faberlic бальная система, кто не знает. Там за определенную сумму тенге начисляется балл.
И вот надо 100 баллов делать. 100 баллов, я не помню это сколько. Ну, плюс-минус это где-то, ребята, где-то около, может быть, 80 тысяч тенге или 70, сложно сказать. Вот. И нужно было несколько каталогов подряд, там каталогов 8, наверное, что ли, тоже не могу сейчас точно сказать. Делать подряд вот эти вот 100 баллов, и тогда зарабатываешь вот так, зарабатывали тогда вот такой генератор. Он крутой, ребята, действительно крутой. Даже вот здесь, смотрите, у нас. Вот. Ну, круто. Круто. Напишите в комментарии, кто из моих подписчиков получал такой парогенератор. Буквально вот в прошлом году осенью его вручали. Вот. Напишите в комментарии. Очень интересно. Если еще победители. Кашечка моя, кисточка болеет. У нас недавно случилось то, что случилось. Я сейчас не буду говорить. Мы ездили в больницу, кучу денег отдал. Не знаю, для меня это больно рассказывать. Не хочу даже, ну, не хочу, но если вам будет очень интересно, конечно, поговорим и на эту тему. Доченька моя, маленькая девочка. Ты моя маленькая. Да? Пойду я дальше про подарки лучше рассказывать. Отдыхай. Так, ну, в общем, что? Про кастрюлю я вам рассказал. Все. Сейчас, кстати, хочу сказать, что... вспомнил! Я показывал вам или нет, в компании Oriflame я тоже как-то делал заказ, и мне положили автоматом за 2500 набор для кухни. Вот такой вот коврик для теста. Слушайте, это вообще классная вещь. Давайте я чуть-чуть камеру поправлю, что-то я... Вот такой вот коврик получил, вот такую вот скалку. И сейчас не буду искать, есть еще вот такая вот маленькая скалочка, детская как будто бы. И вот такой вот фартук за 2500. Вы знаете, это, я не знаю, как это назвать, подарком это назвать, я тоже не могу, потому что 2500, извините, это деньги. Это все равно деньги. Я понимаю, что на рынке, возможно, такого качества не купишь за 2500 этот комплект. Но, тем не менее, можно купить подешевле какой-то комплект. Возможно, за такие же деньги. Не знаю. Вот, пишите свои комментарии, пишите свои отзывы. Кстати, если вы не подпишетесь, вот этой скалкой сейчас вот с экрана вот так вот вылезу и наругаюсь. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не получить люлей. Вот. Все так испугались и кинулись подписываться. Ну что, чайник вскипел. Весь такой завален подарками, сижу довольный. Чайник вскипел, давайте посмотрим. О, фу! Реально, кто мне писал, извините, не помню имя. Слушайте, реально он воняет. Но это первый раз, может быть, надо прокипятить еще один раз. Ну, первый раз воняет сильно, я согласен. И вот это мне не нравится, что, видите, нужно небольшое усилие, чтобы он закрылся. Ну, честно ради, хочу сказать, что, наверное, почти все чайники воняют. Я уже давно чайники не покупал. У меня сейчас чайник, которым я пользуюсь. Это чайник, он брендовый. Короче, я этот чайник получал как же он назывался-то? Парфюм Клуб. Арома Клуб. Арома Клуб компании Avon. Нужно было заказать какое-то количество ароматов. Потом я эти ароматы реализовывал. Вот, и получали кухонную посуду в подарок. Я тогда получил вот этот чайник. Чайник обалденный. Классный. Я не помню, вонял он или не вонял. Но сейчас, естественно, он не воняет. Я пользуюсь им уже пару, наверное, лет прошло, как я его получил в подарок. Также я с таким чайником получал... дрель, хотел сказать. А я вам сейчас покажу, что я получал. Все, ребята, стоит рядом, все на кухне. Поэтому все сейчас покажу. Вот такой вот миксер. Блендер. Господи, боже мой. Вот такой блендер получал. Блендер. Слушайте, ну я в восторге. Я очень в восторге от этого блендера.
от того чайника. И еще есть мультиварка. Слушайте, вам тоже ее показать? Давайте тоже покажу мультиварку. У меня все, друзья, все под рукой. Мы же с вами на кухне. Вот. И вот такую вот мультиварку я тоже получил в подарок. Тогда, кстати, говорим еще раз о подарке. Тогда я получил мультиварку, по-моему, за 300 тенге или за 200 тенге. У меня есть на канале видео, я найду, покажу вам, сделаю ссылочку. Чайник я тоже получал, по-моему, за 200 или 300 тенге. Ну и, соответственно, блендер я тоже получал за вот эти вот 200 или 300 тенге. Но вот этот чайник, который мы зарабатывали с вами в прошлом году, он уже пришел по 2600. Поэтому для меня это не подарок. Для меня это, скорее всего, продукт по акции. Вот. Поэтому еще раз вам говорю, когда вы смотрите мои обзоры, прислушивайтесь к моему мнению, потому что оно имеет силу и значение. Потому что я в компании уже давно, прошел огонь, воды и медные трубы. Многое видал, многое познал. Вот, и мне есть еще с вами поделиться. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что чайник плохой, чайник нормальный. Ну, вот, кстати, да, может быть, надо несколько раз прокипятить, он прокипятится и будет все хорошо. Но на сегодняшний день я бы лучше чайник купил бы где-то в другом месте. Пусть не за 2600, пусть за 3600 или за 5000. Но я бы его пощупал, я бы выбрал бренд и был бы доволен. Я еще раз говорю, что я заказал косметику, а чайник, ну вот я уже потом, у меня баллы оставались, я думаю, ну ладно, закажу ради интереса, чтобы еще раз для себя подтвердить, что я был прав, что нужно заказывать все-таки было не чайник, а косметику. Но у меня, естественно, баллов уже не хватило, чтобы заказать фен. Поэтому, девчонки, кто из вас взял фен, пожалуйста, делитесь. Тоже будет очень интересно узнать ваш отзыв. Понравился ли вам фен или нет. Ну и напоследок этого видео еще хочу с вами, раз уж мы говорим сегодня про подарки, которые мы получаем от компаний, у меня еще есть, слышите, гремит. Буквально еще в прошлом году можно было получить тоже, я считаю, это не подарок, это, скорее всего, комплимент по низкой цене. Вот пиалушки, 4 штуки в наборе, мы тогда отдавали 600 тенге. Цена классная, я сравнил, рыночная цена пиалушек сейчас, ну вот таких вот с рисуночком, обратите внимание, я обожаю, когда есть вот такое вот, когда друзья приходят, и ты показываешь, друзья, посмотрите, Avon. Потому что когда я показываю чайник или мультиварку и говорю, что это Avon, они, ну как-то так, с сомнением. Зато когда ты показываешь, что это вот, видите, Faberlic, это классно, когда продукция брендирована, это действительно память, ты будешь помнить, почему ты заработал. Но там есть свои нюансы тоже. Не знаю, почему пиалушки сделали брендированные, а чайник нет. Но вообще, чтобы сделать брендированным, как раньше нам объясняли в компании на собрании, это дорогого стоит. Очень дорого стоит, потому что это нужно отправлять запрос в Global. Global — это наш центральный офис Avon. Не в Казахстане, а где он сейчас, в Америке там или где. Неважно. В общем, чтобы брендировать продукцию, нужно пройти небольшие процедуры, которые не всегда компания хочет проходить. Я поэтому был удивлен, почему пиалушки сделали брендированные, а все остальное пошло без бренда. Вот, у меня на этом все, что я с вами хотел поделиться. Не скучаем, продолжаем работать, пишите свои отзывы, пишите свои комментарии. Делитесь своими подарками, кто что получал, в каких компаниях, будет очень интересно, что вы об этом думаете. Ну а мой отзыв по этому чайнику я оставляю открытым. Чайник, еще раз говорю, как чайник, не получил я какого-то от него великого восторга, но оставлю я его, посмотрим, прокипячу его еще несколько раз, может быть, вот это все. Ну вот, кстати, не сильно уже и пахнет. Как будто прогрелся, не знаю. Ну, наверное, надо чем-то его еще прокипятить, каким-то средством промыть. Вот, брошу его, пусть лежит до лучших времен. Вот. А там дальше видно, как я им распоряжусь. У меня на этом все.
Спасибо большое, что присоединились к моей болталке. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.